Тайфун Яги обрушил всю свою мощь на Тайвань, Красноярский край и Южная Корея уходят под воду, в Техасе крупная железнодорожная катастрофа, а на северо-западе США поднимаются тучи песчаной бури. Но это далеко не все. Что еще потрясло мир за последние сутки? Прямо сейчас в выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! Мощный тайфун Яги вчера достиг берегов Тайваня и вышел на сушу в районе городка Таймали, примерно в 20 километров к юго-юго-западу от города Тайдун. По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, скорость ветра в центре тайфуна достигала 191 км в час, а порывы на острове Орхидей утром превышали 155 км в час, что привело к отключению электроэнергии в 258 домах деревни Тунцин. Стихия принесла с собой сильные ливни, в некоторых районах выпало до 600 мм осадков. Это создало высокий риск наводнений и оползней, особенно в южных и восточных частях острова. Огромные волны высотой до 8 метров обрушились на восточное побережье Хуаляня, разрушая прибрежную инфраструктуру и перекрытие участка шоссе номер 11. По данным Центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями Тайваня, тайфун уже привел к травмам более 30 человек, а 1 человек числится пропавшим. Из зон повышенного риска власти эвакуировали свыше 5500 жителей. 9 городов и округов, включая Тайдун и Хуалянь, закрыли въезд и выезд для безопасности населения. Тайфун серьезно нарушил транспортное сообщение. Отменено 252 внутренних и 129 международных авиарейсов. По всему острову приостановлено железнодорожное и паромное сообщение, высокоскоростная железнодорожная линия Тайваня перешла на ограниченный режим работы. Власти призывают жителей избегать прибрежных зон и готовиться к возможным перебоям с электричеством и водоснабжением. В ближайшие дни возможен сход селей и оползней в горных районах. Сильные дожди привели к резкому подъему уровня воды в реках Красноярского края, вызвав масштабные подтопления в Березовском и Емельяновском районах, а также в городе Железногорске. Из-за обильных осадков в Красноярском крае вышли из берегов сразу 5 рек – Березовка, Исауловка, Кантат, Кача и Тартат. В результате паводка пострадали сотни домов и приусадебных участков. Наиболее сложная ситуация сложилась в пригородах Красноярска и в Железногорске. В Березовском и Емельяновском районах, а также в Железногорске подтоплены 21 жилой дом, 293 дачных дома, 479 приусадебных участков и 2 участка автомобильных дорог. Сотрудники МЧС России оперативно организовали эвакуацию людей из зон подтопления. Все эвакуированные доставлены в безопасные места, им оказывается необходимая помощь. Во вторник в округе Пало-Пинто, в штате Техас, произошла крупная железнодорожная авария. Грузовой поезд компании Union Pacific, перевозивший потенциально опасные материалы, сошел с рельсов. Инцидент произошел на железнодорожном мосту через Колвилл-Роуд, примерно в 4 километрах к востоку от небольшого городка Гордон, расположенного в 105 километрах к западу от Форт-Уэрта. По данным Union Pacific и местных властей, с рельсов сошли 35 вагонов грузового состава, в некоторых находились опасные материалы. На место происшествия прибыли пожарные службы и специалисты по обращению с опасными материалами. По предварительным данным, утечки содержимого из вагонов не произошло, это позволило избежать эвакуации местных жителей. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными катастрофические события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. Мощный ливень, сопровождаемый грозой и градом, обрушился вчера на Санкт-Петербург. Ливень начался во второй половине дня, быстро набрав силу. В результате обильных осадков многие улицы города оказались затоплены, что привело к транспортному коллапсу.
В некоторых районах, таких как Петроградская сторона, Выборгский и Московский районы, вода залила проезжие части, парковки и подземные переходы. Особенно сложная ситуация сложилась на юге города, где вода затопила низины, в частности район Колпино. На некоторых парковках у торговых центров вода поднялась до уровня колес автомобилей. Подтопило несколько подземных переходов. Град, сопровождавший ливень, местами образовал сугробы. Коммунальные службы города перевели на усиленный режим работы. В особенно пострадавших от подтопления районах была организована откачка воды. В понедельник в Средиземном море, в 12 километров от популярного курортного острова Форментера, загорелась и затонула 28-метровая роскошная яхта «Да Винчи». По данным испанских властей, огонь вспыхнул в машинном отделении судна и быстро распространился, став неконтролируемым. Несмотря на попытки спасательных служб, включая буксировку яхты к берегу, пожар потушить не удалось, и яхта затонула. На борту яхты находились 7 человек, 4 пассажира, 2 члена экипажа и капитан. Все они были эвакуированы. Яхта «Да Винчи» — это 28-метровое судно марки «Астон-Доа 95», построенное в период с 1997 по 2004 годы. Судно принадлежало британскому предпринимателю Винсенту Чингуизу и считалось одной из самых роскошных яхт в его частном флоте. Как сообщают СМИ, ориентировочная стоимость аренды такой яхты составляет около 225 тысяч евро в неделю. Проливные дожди, обрушившиеся на Южную Корею, вызвали катастрофические наводнения в городах Инчхон и Ильсан. По данным метеорологических служб, в некоторых районах Сеула и окрестностей за час выпало более 100 мм осадков, что стало причиной стремительного подъема уровня воды и масштабного наводнения в Инчхоне. Ливни привели к обрушению конструкций, закрытию дорог и перебоям в работе общественного транспорта. Аналогичная ситуация сложилась и в Ильсане на юго-востоке страны. В Инчхоне и Ильсане зафиксированы многочисленные случаи затопления домов, торговых центров и подземных переходов. Железнодорожное сообщение в пострадавших районах было временно приостановлено, а некоторые станции метро, включая Чикджон-Дон, закрыты из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров. Экстренные службы Южной Кореи работают в усиленном режиме. Спасательные бригады и сотрудники коммунальных служб занимаются откачкой воды, расчисткой дорог и оказанием помощи пострадавшим. Власти призвали жителей избегать поездок, не использовать затопленные дороги и подземные переходы. Сильные дожди, обрушившиеся на юго-восток Теннесси, вызвали катастрофическое наводнение в городе Чаттануга и прилегающих районах. По данным Национальной метеорологической службы в Мористауне, за сутки в Чаттануге выпало около 163 мм осадков, что сделало 12 августа вторым самым дождливым днем в истории города с 1879 года. Ливни привели к переполнению местных ручьев и притоков реки Теннесси, вызвав стремительные паводки. Наиболее пострадавшими районами стали Форт Оглторп, Ист-Ридж, Брейнард и Ист-Брейнард. Затопление парализовало ключевые транспортные артерии, уровень воды местами достигал более 1 метра. Наводнение унесло жизни как минимум 4 человек в Ист-Ридже, когда на их машину упало дерево. Еще 1 человек числится пропавшим после попытки пройти через затопленный участок на Ист-Брейнард-Роуд. Поисковые операции продолжаются. Спасательные команды провели десятки операций по эвакуации водителей из застрявших автомобилей. Также из затопленных районов было эвакуировано более 100 жителей. Американский Красный Крест открыл убежище в общественном центре Брейнарда для всех эвакуированных.
Сильная песчаная буря прокатилась по юго-западу США, затронув районы Аризоны и Нью-Мексико. Буря, вызванная мощными порывами ветра от грозовых фронтов, подняла в воздух тонны пыли и песка, создав стену пыли высотой до 1500 метров. Наиболее пострадавшими оказались участки вдоль межштатной автомагистрали I-10 между Лордсбургом и Демингом в Нью-Мексико, где видимость упала практически до нуля. Это привело к закрытию трассы на участке примерно 98 километров. Хабуб был спровоцирован сильными грозовыми ветрами, поднявшими мелкие частицы с высохшего русла Лордсбург-Плая в пустыне Чиуауа. Национальная метеорологическая служба в Эль-Пасо выпустила предупреждение о пыльной буре, рекомендуя водителям избегать поездок в сложившихся условиях. Во вторник жители и туристы популярного курортного города Плая-дель-Кармен в мексиканском штате Кинтана-Роо стали свидетелями редкого природного явления водяного смерча. Он сформировался над морем, создав впечатляющую воронку, соединяющую поверхность океана с облаками. Согласно сообщениям Национальной метеорологической службы Мексики, водяной смерч был вызван сочетанием высокой влажности, теплых морских вод и нестабильных атмосферных условий, характерных для региона в сезон дождей. О пострадавших или разрушениях не сообщается. В окрестностях города Баптаза, в провинции Шефшауэн, в Марокко, вспыхнул крупный лесной пожар, который охватил обширные лесные массивы. Лесной пожар начался в ночь с 12 на 13 августа в районе Дердера и быстро распространился из-за экстремальных погодных условий, температуры воздуха достигавшей 46 градусов по Цельсию и сильного ветра. Пожар также затронул соседнюю провинцию Тетуан, пострадал в частности район Бенгарич. Огонь уничтожил значительные участки леса. Известно о гибели семьи из 4 человек. Служба гражданской защиты сообщила, что утром 13 августа пожар в районе Дердера постепенно был взят под контроль, однако в зоне Акрат между Дердарой и Суккаляхат огонь продолжал распространяться, охватывая новые участки леса. Для ликвидации пожара были задействованы пожарные самолеты и наземные бригады из Танжера, Тетуана, Микнеса и Феса. Таиф, расположенный в горной местности провинции Мекка в Саудовской Аравии, оказался под ударом сильных ливней, сопровождавшихся грозами и градом. По данным местных метеорологических служб, за короткий период выпало значительное количество осадков, что привело к стремительному подъему уровня воды в низинах и сухих руслах. Улицы города превратились в потоки, под водой оказались парковки, жилые и коммерческие зоны. На дорогах образовались пробки. Местные власти Таифа и провинции Мекка перевели спасательные команды и муниципальные службы на усиленный режим работы, ведется откачка воды и расчистка дорог. Власти призвали жителей избегать затопленные участки и по возможности ограничить свое передвижение. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.